Никак. Не делайте кино без бюджета. Все тебе скажут, что безбюджетных фильмов не бывают. Ты в любом случае тратишь либо ты время, либо тратишь деньги. Вот. Тут же «Мусорную голову» я, например, делал где-то 9 месяцев. Это фильм 18 минут. Сейчас мы за 9 месяцев сняли полнометражный фильм 78 минут. Вот. У нас были какие-то минимальные деньги, была команда, и это ускорило процесс. Но в целом ты всегда тратишь ресурсы, силы, энергию, а это тоже можно в какой-то эквивалент денег. То есть без бюджета не бывает ничего. Часто разговоры про белорусское кино сводятся разговоры про деньги, про бюджеты. Вот. А мне кажется, что в целом, если ты концентрируешься на чем-то одном, то ты всегда будешь видеть в этом проблему. Вот. Я пока что вижу проблему в отсутствии неких возможностей, да, для белорусских фильммейкеров. Может быть, в отсутствии опыта, то есть в отсутствии, точнее, невозможности получить этот опыт, да, снимая каждый год по фильму, например, да, то есть в идеале так нарабатывается опыт, и мы выходим со своими фильмами на некий новый уровень, да, но так как нет возможности снимать нет возможности снимать каждый год по фильму, соответственно, этот прогресс, он растягивается на годы, и иногда, к сожалению, прекращается и вовсе, то есть. И моя цель сейчас, неважно, есть бюджет, нет бюджета, это для себя личная цель, это снимать по фильму в год. Неважно, короткометражному или полнометражному, желательно полнометражному. Но если полнометражному можно на 2 года, это такая стандартная цифра. Вот. Для меня это цель, и я пока что с 16 или с 18 года ее для себя выполняю. То есть ты спрашивал меня до этого зачем? Я это делаю, вот затем я и делаю, чтобы держать себя в каком-то тонусе творческом, потому что мне иногда кажется, что, в принципе, никакой другой деятельности я не подхожу с тем же азартом, с тем же интересом, как к созданию фильмов. То есть это то, что меня заряжает, то, что это меня заставляет преодолевать себя, и тогда я понимаю, что я занимаюсь тем, что мне нужно. Если бы не было БФН, да, я, наверное, бы снял бы фильм, но это был бы совершенно другой фильм. Я не представлял, как я буду делать полнометражный фильм, совсем по своей инициативе, например, да. То есть мне нужен был какой-то толчок в виде институтов, какого-то гранта, чтобы получилось именно собраться и сделать такую большую работу. И это было бы не только моя, скажем так, личная инициатива, а что за мной кто-то стоит. У меня есть какие-то ресурсы, которые я могу на это потратить, чтобы это не растянулось на 5 лет. Потому что все мы знаем примеры фильмов, первых фильмов известных режиссеров, которые они иногда снимали там за свои деньги или за своими ресурсами, и это растягивалось на 5 лет. Мне неинтересно. Я быстро теряю интерес к тому материалу, с которым я работаю. Точнее, не быстро, в течение года, скажем. То есть у меня есть этот азарт и интерес к своей идее, может, несколько месяцев. Если я не приступаю к ее реализации, этот интерес уходит. Поэтому я представлял себе ситуацию, что я делаю полнометражный фильм, только, не знаю, вот как я делал короткометражные фильмы, то есть в одиночестве. Я посчитал, что мне на них уйдет где-то от 3 до 4 лет. Вот именно в таком темпе. Это не выход, потому что слишком много сомнений за 4 года у тебя будет о том, для чего ты это делаешь, зачем. А здесь сомнений нет времени для сомнений, потому что есть четкий график какой-то, есть какое-то желание сделать это все, сжатые сроки. Вот. Отчасти про это мой полнометражный фильм, то что как страх, по сути, мешает тебе заниматься творчеством, да, то есть наши внутренние страхи, они нас сдерживают, вот, и когда я замечаю этот страх, у меня первая реакция — это его побороть, вот, не то чтобы мне всегда удается, очень часто не получается, но в целом, когда начинаешь замечать, что ты не можешь не знаю, боишься кому-то что-то показывать,
первая реакция — это показать, там, услышать критику или, может быть, даже не критику, а просто тишину, вот, дофантазировать себе. Но это со временем проходит, и сейчас уже спустя там 6-7 короткометражных фильмов у меня, ну, нету вот этой боязни неидеальности. В год по фильму, первый фильм, там, сделав следующий, то есть в теории каждый следующий должен становиться лучше. И когда я смотрю на свои фильмы, я вижу прямо этот прогресс и в техническом смысле, и в каком-то сторителлинге. И потому что я вижу этот прогресс, в целом я понимаю, что можно идти дальше. Я не понял. А чё так тихо? Все, конечно, не сразу не получится идеально. Я лично борюсь вот с этим внутренним перфекционизмом, который свойственен, наверное, многим режиссерам. Вот, они считают, что если это не идеально, то это нужно сжечь в печи. Вот, я люблю все свои фильмы в каком-то смысле, даже не идеальные. Я прекрасно я пересматриваю их иногда, и как-то свежий взгляд даже иногда помогает увидеть в своем фильме что-то, что ты не видел, когда я его делал. Если преемственность в белорусском кино появляется естественно, то есть когда ты делаешь что-то, тебе становится самому интересно, что было до тебя, что было после, иногда, а иногда неинтересно. То есть я считаю, что у автора может быть выбор, он может в принципе не жить в контексте какого-то национального кинематографа, а жить в контексте любого другого кино, или в принципе не жить в контексте кино, но при этом делать фильмы. Я думаю, есть и такие примеры, и когда человек приходит совершенно из другой области и делает что-то уникальное, просто потому что он вдохновляется не кино, а музыкой, например, или книгами, или искусством в целом. То есть я не вижу, что это обязательно. Я за разнообразие, поэтому не вижу, что обязательно нужно знать то, что делали до тебя или после тебя. Ты не можешь знать все. У меня нет ориентиров в белорусском кино. Для того, чтобы у меня появились ориентиры, должны хотя бы несколько десятилетий создаваться очень много фильмов и очень много авторов. Вот. Я пока что из того, что я вижу, заглядывая в прошлое, вот, я не так много могу откопать фильмов и авторов, которые были до меня. Ну, их есть десяток, может быть, 15-20. Но этого недостаточно, чтобы я мог найти своих среди них. Порой вдохновляют даже наоборот свои современники, да, то есть ты смотришь на ребят, которые делают прямо сейчас что-то, и ты загораешься, у них получается, у тебя получится. То есть в этом смысле я нахожу не меньше мотивации, чем в прошлом, когда ты просто смотришь, что кто-то делает прямо сейчас. Это может быть что угодно, это можешь быть ты. У меня были небольшие по меркам полнометражного кино ресурсы, деньги, да, но самое главное — это в процессе не расплескать все, что ты насобирал в подготовке, и когда ты приходишь на площадку или условную площадку, вот, ты всегда, ты существуешь в таком хаосе, когда тебе нужно очень много вещей продумать, не связанных с творчеством. Вот. И иногда было ощущение, что у тебя совсем не остается времени и сил на то, чтобы решать какие-то творческие задачи, которые не были решены до этого на этапе сценария. Там, вот. И иногда казалось, что в этом хаосе в принципе не может получиться ничего хорошего. Что мы просто занимаемся экранизацией текста, вот, но в процессе не получается создать вот эту магию какую-то, создать что-то новое. Но когда я уже ретроспективно смотрю на итоговый материал, то понимаю, что в целом я просто в моменте не способен был увидеть, что что-то происходило. Вот. То есть пару раз
так складывались обстоятельства, нам везло, что создавалось что-то новое, чего не было в сценарии. И это вот именно создавало ту самую ощущение того, что что мы вообще занимаемся не просто каким-то ремеслом, а то, что мы занимаемся творчеством на площадке тоже. Потому что в процессе написания сценария был этот момент, когда ты придумываешь, тебе приходит идея, которая озаряет собой. Вот. На площадке такого было намного меньше. Но когда это было хорошо. Поэтому, наверное, отсутствие, это ограниченный бюджет, он просто слишком много сторонним тебя загружает, как режиссера, как автора, что ты иногда не способен уделить достаточно много времени более важным вещам. Вот. И здесь самое главное найти баланс в том, чтобы так выстроить свой фильм, чтобы он не сильно увяз в технической составляющей, чтобы он был достаточно простым в техническом плане, чтобы ты не тратил все свое время на то, чтобы настроить звук, настроить камеру, свет, а больше времени уделял работе с актерами, может быть, диалогом своим. Вот. Вот, поэтому в идеале, автор это все должен учитывать. Но проблема в том, что ты в самом начале ты не знаешь, с какими трудностями техническими ты столкнешься, делая свой фильм, потому что ты делаешь его, как правило, первый раз, в таком масштабе большом. Да, у всех, у каждого, мне кажется, фильммейкера проблемы не исчезают. С большими бюджетами появляются новые проблемы, с маленьким бюджетом есть какая-то свобода, но ты ограничен в куче вещей. То есть, мне кажется, настоящее мастерство вот и рождается в умении преодолевать вот эти все препятствия и что-то хотя бы вот не расплескать уже до конца, вот что-то донести до финиша. То есть, если мне удается хотя бы передать 80-70% того, что изначально я хотел бы видеть, то это, я считаю, успех.